Привет, друзья! В этом ролике расскажем про небольшие настройки практика, хотя, если честно, я с трудом представляю, что там настраивать. Вроде как бы все просто, там по сути чувствительность меняешь и все. Вот приманка. Вот сейчас будем ее опускать, и вы увидите, как она выглядит в практике. Ну, как зачем с помощью... практика вообще нужен прилог? Да, нужен. Это компактный, удобный прибор. Он, по сути, не тормозит, не мешает. Он помогает находить рыбу, смотреть, есть ли подходы рыбы, есть ли вообще рыба. Вот, соответственно, если как бы есть подходы, можно увидеть, в каком горизонте подходы, дольше задерживать приманку в этом горизонте и пытаться что-то придумывать с подачей, чтобы рыба лучше клевала. Соответственно, если и подходов нет, ну, значит, просто тупо в месте ловли нет рыбы, и смысла заморачиваться на этом месте нет. То есть надо менять место, искать рыбу. Практик реально помогает. Особенно он помогает для ловли в толще воды. Вот, по сути, уже приманочка появилась. Я использую режим флешер. Вот в режиме флешер он показывает в реальном времени вот этой вот полоской мою приманку. Соответственно, вот сейчас я ее начинаю медленно качать, медленно опускать. Если я вижу какие-то вот дополнительные полоски, вот сейчас было, то есть это либо где-то в стороне, либо где-то рядом с приманкой прошла рыба. Вообще не обязательно, что она заинтересовалась приманкой. То есть, ну, смотря какая форель. То есть, если форель активная, вот там после запуска, либо просто водоем нормальный и в нем активная форель, то по практику очень четко видно подходы. Если форель коматозная и просто, ну, часто она бывает в таком состоянии, что она вообще ни на что не реагирует, хоть что у тебя там будет, вот, то просто будут полосы там якобы подходить, но это будут не подходы, это просто будут проплывы. Самый типичный подход — это подъем снизу. Прям вот это, его ни с чем невозможно спутать. Это черта черная прям летит у тебя к приманке. Это 100% понятно рыба, которая настроена клевать. Вот благодаря... Вот пошла рыба. Вот прям четкий подход рыбы был. Но не взяла. Соответственно, почему она не взяла, тут непонятно. То ли приманка не та. Это мы могли увидеть в камеру. Но это 100% была рыба, и вот она именно среагировала на приманку. По черте это было видно. Хорошо. И вот так вот все горизонты облавливаем. Соответственно, ближе к дну там появляется некая мертвая зона. Уже не будет видно подходика. Я вот сейчас опущу до дна. Ну вот у меня приманка коснулась дна, то есть ее не видно. Вот, соответственно, я отрываю от дна. Ну вот буквально вот в данном случае там порядка 15 сантиметров я оторвал, и уже видно. Вот возможный подход рыбы. Может быть, ёрш? Ну, тут как бы да. Ерши были в количестве в этом месте, поэтому вполне возможно такие робкие непонятные подходы. Но подход форели ни в чем не спутаешь. Жирная полоса такая. Она вровень с приманкой, если она подходит к ней. Да, особенно когда она активная, там, ну, все четко. Спутать невозможно. По настройкам, ну, тут реально, я говорю, вот заходим в меню, режим флешер я выбираю, соответственно. Масштаб я ставлю ручной, потому что, ну, как правило, глубина практически не меняется. То есть там нажатием вот этих клавиш мы просто подстраиваем глубину, и все там. Ее меняешь там на 1-2 метра. Устранение помех я ставлю на среднем уровне. Окно обычное, зумом на... Здесь я не пользуюсь на платниках.
условия, соответственно, зима. Глухую зону ставлю 1 метр. Ну, это, то есть в метре ото льда приманку не будет видно. Иногда полметра ставлю, когда глубина маленькая. Но вот здесь как бы большая глубина, я выше, чем метр ото льда не ловлю. Опускаю, то есть, соответственно, можно поставить и чуть меньше. Все, звук выключен, дисплей переворачиваю на 180 градусов для того, чтобы провод уходил вниз. Вот, и по сути здесь вот, про что я говорил, подстраивается только глубина. Ну, соответственно, настраивать глубину надо так, чтобы занимал у тебя весь экран. В данном случае глубина 3,75, но это вот восьмерку, он рисует какие-то остаточные сигналы, похожие от покрытия, может быть. Соответственно, здесь достаточно 4 метров. Если глубина будет там 4 метра 10, 4,20, мы просто нажатием одной клавиши поднимаемся до пятерки. Вот. И чувствительность, это вот значение, вот здесь снизу батарейка, полный заряд, и, соответственно, чувствительность. Чувствительность настраивается так, что ну, чем мельче приманка, чем ее хуже видно, пробуем играться с чувствительностью. Но когда водоем нормальный, чистая вода, то есть у меня в большинстве своем стоит 7, и все нормально видно и понятно. Модель практики какая у тебя? Так, 6 у меня, старенькая, проверенная, надежная, с откручивающимся проводом. Да, потому что модели разные, настройки разные, у них меню разное. Вот у меня 7, это меню другое. И у меня аккумулятор получается в приборе, в датчике нету батарейки, она не нужна там. Но вот у меня первое время были проблемы с ним, потом вроде я приноровился. Ну, самое правильное, все равно надо понимать, куда тыкать и что тут настраивать. Сесть либо на рыбалке в первый день, либо дома, поиграться с... Не хочет она сегодня жрать. Ну вот явный подход был, да, и просто отход. Подход-отход. Но вот в таких случаях надо приманку, мне кажется, да, прям сразу. Ну... Я бы резинку. Если у тебя вот червяк стоит, можно по Big Junior поставить. Пусть короткий вроде личинку. Ну да, здесь надо что-то менять, но как бы ситуация такая, что тут рыба уже не алё, мягко говоря. Ну, надо, для видео надо поймать, показать, как подходит и как она клюет. Вот идет рыба. Жирная полоса, да, рыба рядом с приманкой? Да, да. Ну все, она покрутилась и ушла. Время уже за обед перевалило. Рыба уже пассивная. Оп. Равнялась, она приподнялась. Есть. Вот наглядно в практике было видно. Было видно, что имеет смысл, скажем так, что делать. Если видишь какую-то полоску, похожую на форель, ну, сошла, безбородый крючок, все дела, надо к ней опускать. То есть, вот если видишь, ну, сейчас я, получается, вот опустил прям к ней, и она сожрала. Big Junior. С удара взял?
Не, она что-то стояла, Жевала? крутилась, так чук-чук жеванула пару раз, я удочку почувствовал, и потом как бы надавила. Ну, без удара. Вот. Ну, классно видно было, все прям четко засняли. Еще вот, что бы хотел отметить, плюс практика на платнике, то, что, ну, здесь, по сути, ну, в 90%, наверное, случаев рыба только форель. Вот. И здесь как бы ее ни с чем не спутаешь. Если там на обычных водоемах, ну, понятно, что такую прям супер-пупер поклевку, подход, его вряд ли с чем-то отличишь, но вот эти какие-то моменты непонятные, они все равно бывают. Вот. И... О, рыба. Да? Да, есть. Ну, сейчас чуть позже расскажу. Надеюсь, это вытащу. О, хорошая. 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 Чуть отодвину. Отодвину. Хорошая. 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 Вода заходила. Заходила, но пока форель не заходила. Оба! Ну, Big Junior это топ приманка. Это без вариантов. Я же тебе сказал. Что хотел я рассказать еще про практик, да, что, ну вот, помогает им идентифицировать форель. Вот здесь, как бы сейчас вот до этого в том году мы ловили ершей, ну, не знаю, не было, то есть не было непонятных подходов. А вот сейчас мы прошлись с камерой, посмотрели в камеру, и довольно часто к приманке подходят ерши. И, короче, практик тоже стал это показывать, что вот, ну, появились какие-то непонятные подходы реально. Непонятные подходы, это, ну, в каких-то случаях можно спутать форель там, но в каких-то видно, что это реально какая-то фигня, типа ерша подошла. Вот. Поэтому, собственно, практик реально тема прикольная и необходимая в дополнении с камерой, которая может подтвердить информацию, которую ты получаешь с экрана небольшого вот этого приборчика. Это довольно серьезное подспорье, не знаю, серьезный плюс в понимании водоема, в понимании поведения рыбы, в понимании того, как подавать приманку. Ну, то есть, не знаю, не пользоваться практиком, на мой взгляд, ну, глупо. Ну, я могу понять тех людей, кто как бы кайфует от какой-то вот этой составляющей рыбалки, что мы никуда не смотрим, ничего не видим, просто ловим, и нам кайфово, мы не хотим смотреть. Ну, такую позицию я могу понять, но позицию, что мы хотим поймать много рыбы, и при этом мы не хотим там использовать практик, не знаю, мне кажется, зря, ну, это ошибка, то есть это реально прикольная штука, то есть Полезно, полезно. Ну да. Надо обязательно сказать, что практик нам не заплатил ни копейки. Мы столько раз сказали практик, уж пора бы с него деньги получить какие-нибудь. Да ладно, нафиг эти деньги. На халяву рекламируем. Рыбалка, главное, деньги, все фигня. Тут просто как бы и альтернативы нет, поэтому мы все время говорим практик. То есть была бы какая-то альтернатива, мы не, ну по сути есть различные альтернативы, там я задачивался и покупкой там 100% профессионального флешера, есть варианты Wi-Fi и так далее, и тому подобное, но у всех как бы истории есть минусы, есть какие-то там габариты, вес и так далее, то есть, ну, вот эта штука, она, то есть не обязательно ей всегда заморачиваться, можно ее просто как бы иметь, и, ну, я даже не всегда смотрю, то есть я себе не сделал вот этот вот крепление из фотоаппарата, ну, потому что мне не в кайф стоять вот так вот постоянно с опущенной головой, то есть я иногда смотрю на нее, когда я там устал, я не смотрю, ловлю просто в закрытую, но именно для того, чтобы понять, разобраться, где рыба, в каком горизонте, как она клюет, как, на что она реагирует, ну, он нужен, он реально полезен. Я думаю, что вы все увидели в этом небольшом видео. Все видно четко, понятно, как подходит рыба,
кушает она, не кушает она, насколько она активно подходит. Вот по быстроте подхода прям видно довольно часто. Ну, то есть, если ловить как бы постоянно и смотреть, приходит понимание, что вот как рыба там реагирует, как она подходит. Если она подходит медленно, там, она, как правило, неактивная, то есть надо подбирать. А если она взлетает, то это все, то есть, ну, она летит, и ничего не надо делать даже. Просто вот как бы ты видишь, что она летит, ты просто остановил приманку, и все, она к ней подлетит и сожрет ее сама. Вроде как все. Надеюсь, ну, по настройкам показали. Ну, там, не знаю, может быть, я чего-то не знаю, и, то есть, вполне я это допускаю, но, не знаю, никаких супер-пупер настроек я там не делаю, все видно, все понятно. Я говорю, тут, по сути, игра идет с максимально удобным горизонтом и с настройкой чувствительности. Все, если вы что-то не видите, то, не знаю, может быть какая-то проблема реально в приборе, потому что, ну, они иногда глючат, даже не то, что прям иногда, ну, бывают такие проблемы. Может быть, имеет смысл отдать его на перепрошивку или на переделку, или что-то в датчике не так. На этом вроде как все. Если есть еще какие-то вопросы, спрашивайте, задавайте, мы ответим, подснимем видео дополнительно, если надо будет. Всем пока!